Всем привет! И сегодня я готовлю банановый торт. А для его приготовления нам понадобится 2 стакана сахара, 1 стакан муки, 500 грамм сметаны жирностью 15%, 4 куриных яйца, 2 банана среднего размера, разрыхлитель теста. Ну и для украшения торта можно воспользоваться небольшой плиткой шоколада, либо вот такими кондитерскими посыпками. 4 яйца плюс 1 стакан сахара. Все это хорошо взбиваем. Один стакан муки перемешиваем с 2 чайными ложками разрыхлителя теста. Муку я рекомендую просеивать, так как бисквиты в итоге получаются пышнее. Вот такое в итоге у нас густое тесто с вами должно получиться. Тесто мы будем делить на 2 равные части. Сейчас я подготавливаю форму для запекания. Отрезаю небольшой лист пергаментной бумаги, застилаю форму, и дно пергаментной бумаги я смазываю подсолнечным маслом. Так будет гораздо проще отделять бумагу от бисквита. Ну и хорошо пройдитесь по краям. Половину теста выливаю в форму для запекания. Сейчас тесто разравниваю при помощи небольшой силиконовой лопаточки. Сейчас в разогретую духовку я поставлю форму для запекания. Духовку разогреваю до 180 градусов. Запекаю 10 минут. Единственный нюанс, что первый корж бывает запекается чуть больше, минут 12. Вот такой первый корж у нас получился, слегка румяный. Теперь мы будем отделять пергаментную бумагу от самого коржа. Первый корж готов. Пока у нас печется второй корж, мы делаем крем для торта. Смешиваем сметану с сахаром. Все тщательно размешиваем. Бананы моем, очищаем от кожуры и режем. Бананы порезаны, добавляем их к сметане с сахаром. Аккуратно перемешиваем. Так, ну вот у нас получилось 2 коржа. Из этих 2 коржей я выбираю тот, который у меня получился чуть побольше. Он и будет у нас основанием торта. Так, ну побольше у меня вот этот вот корж. А этот корж я покрошу в крем. Ломаю корж пополам для удобства. И вот такими вот кусочками отщипываем от коржа и бросаем. Вот как у нас получается. Теперь мы рукой смешиваем коржи с кремом. Сейчас также аккуратно рукой перекладываем из этой миски на наш корж. Все хорошо разравниваем, формируем горку. Сейчас сверху потру шоколадом и немного посыплю посыпками кондитерскими. Сейчас торт нужно поставить в холодильник на пару часов. Вот такой вот замечательный банановый торт у нас с вами получился. Он простоял у меня в холодильнике всю ночь. Сейчас остается только его разрезать и подать к столу. Приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А я желаю вам всего доброго, увидимся в новых видео.